Приветствую вас на моем канале. Это гороскоп на неделю. Можете не искать свой знак зодиака. Это общий гороскоп на каждый день, на всю неделю с 15 по 21 сентября. Эта неделя, последняя неделя коридора затмений, и энергия остается нестабильной. Могут возвращаться незавершенные истории, дела, обостряться отношения, меняться планы. Лучше не принимайте никаких важных решений до 21 сентября. Все, что происходит в это время, судьбоносно и подталкивает вас к завершению старого этапа, чтобы освободить место для нового. И кульминацией этой недели станет солнечное затмение 21 сентября, в воскресенье, в знаке Девы. И именно оно закрывает этот кармический коридор затмений. Пишите, как у вас проигралось лунное затмение 7 сентября, может оно только сейчас проигрывается, как проходит у вас коридор затмений. Многие под видео про солнечное затмение делятся, что очень нестабильная энергия, очень много сообщений об увольнении работы, о смене работы, о том, что в отношениях что-то меняется. Пишите, как у вас это проходит. Если вы хотите посмотреть, что вас ждет 21 сентября, сделать ритуал на солнечное затмение, сильный ритуал на исполнение желаний, переходите на видео, на канале есть видео 12 знаков на солнечное затмение. Для каждого знака записала отдельно. Смотрите, что вас ждет, потому что события 21 сентября, которые будут происходить, будут разворачиваться до полугода, у некоторых до года. Для тех, кто хочет получить разбор натальной карты от меня, как ее усилить, как проработать сложные аспекты в карте, как усилить хорошие аспекты, узнать, откуда идут финансы в карте в натальной, какое предназначение, какой партнер вам в жизни подходит. Если вы хотите прогноз на год, либо марокканский таро расклад подробный по 4 вашим вопросам, подробно вам отвечаю, пишите просто в Telegram или Instagram. Цены, которые вы видите на экране, актуальны только до 1 октября. Итак, неделя начинается с 15 сентября. Луна находится в Раке. День хорошо подходит для домашних дел, для общения с родственниками, для того, чтобы наладить с ними контакт, для наведения уюта, порядка в доме. Подходит для укрепления отношений и для того, чтобы побыть в спокойной атмосфере и отдохнуть. Энергия дня очень мягкая, располагает к заботе и вниманию. Вы можете сильно чувствовать эмоции других, поэтому старайтесь избегать каких-то обидных разговоров и ссор. Могут появиться новости от родственников, вопросы, которые связаны с домом или жильем, может потянуть к воспоминаниям и прошлым делам. Прислушивайтесь к своей интуиции в этот день, она сегодня особенно будет сильной, и день подойдет для того, чтобы создать ощущение стабильности вокруг себя и наладить свою связь с родом. 16 сентября Луна продолжает оставаться в Раке, и она сейчас у нас убывающая. День хорошо подходит для спокойных дел, которые связаны с домом, семьей, близкими. Подходит для того, чтобы доделать начатое, наводить порядок, разбирать старые вещи, заниматься заботой о себе и своем здоровье. Энергия Венеры и Марса дает гармонию в отношениях в этот день. Сегодня легче находить общий язык, договариваться, проявлять симпатию, поддержку. Очень хорошо для общения с партнером, для романтических свиданий, для каких-то встреч, где важны дружелюбие и теплая атмосфера. Тригон Венеры с Хироном помогает в этот день мягко лечить какие-то старые обиды и раны. Сегодня можно поговорить о том, что раньше было болезненно, и найти новые точки согласия. Это аспект примирения, прощения и заботы. В этот день могут всплывать семейные темы и вопросы из прошлого. Появится шанс восстановить контакт и наладить отношения с кем-то из близких. Также может прийти помощь или поддержка от близких людей, возможно, от женщины. В этот день важно быть мягкими в словах и поступках. Именно через это придет гармония. 17 сентября Луна переходит в знак Льва. День хорошо подходит для общения, встреч, работы с детьми, для того, чтобы заняться тем, что приносит вам радость, своим любимым делом, хобби. Можно позволить себе какие-то удовольствия, купить что-то приятное, встретиться с друзьями, с подругой,
Просто уделить себе время. Очень хорошо подойдет для этого день. Меркурий в Деве еще в этот день делает оппозицию к Сатурну в Рыбах и может дать задержки и проверки. Дел будет больше, чем обычно. Многое потребует вашего внимания к мелочам, к деталям. Возможны задержки в документах, переписке или в какой-то бюрократии. В разговорах может чувствоваться критика, поэтому старайтесь не спорить и не обижаться. В этот день могут быть рабочие проверки, придется вернуться к каким-то старым задачам, возможно ограничения по времени. Может быть ощущение, что вас кто-то останавливает или тормозит. Еще может быть конфликт, поэтому будьте осторожны на рабочем месте, конфликты с коллегами. Лучше не вестись на манипуляции и, конечно же, не манипулировать другими. День не очень хорошо подходит для того, чтобы доделать начатое, разложить дела по полочкам и не торопиться. Вечером лучше отложить серьезные вопросы и заняться чем-то простым и приятным для себя. 18 сентября Луна продолжает идти по знаку Льва, поэтому сохраняется фон прошлых дней, желание проявить себя, уделить внимание детям, творчеству, любимым занятиям. Главное событие дня – оппозиция Меркурия в Деве и Нептуна в Овне. Меркурий отвечает за мысли, речь, информацию, документы, а Нептун за иллюзии, путаницу и искажения. И их напряженный аспект может давать ошибки, забывчивость, какие-то ложные обещания, неточности в разговорах. Будьте внимательны, если вам кто-то что-то обещает, если это выглядит очень красиво, если кто-то с вами, может быть, кто-то от вас чего-то хочет, поэтому так с вами общается, что-то вам обещает, красиво говорит. Будьте внимательны, потому что в этот день человек, который себя так ведет, может быть, ему что-то от вас надо. В этот день могут быть задержки в делах, срывы договоренностей, путаница в переписке, искажение фактов, может затеряться какое-то важное письмо или посылка. Вы можете понимать очень плохо других людей, будет недопонимание. Или можете сами обещать больше, чем реально можете выполнить. Будьте осторожны. Там, к примеру, если вас просят что-то сделать, вы говорите: да, 100%, завтра я тебе помогу, или завтра что-то сделаю, завтра доделаю. Будьте внимательны, потому что вы можете переоценить себя в этот день. Очень хорошо в этот день заниматься какими-то творческими делами. Хорошо для вдохновения, для занятий, где важна фантазия. Вот тут Нептун поможет. Но для серьезных переговоров, для подписания каких-то важных бумаг, важных решений время не очень благоприятное, конкретно этот день. Если все-таки у вас какие-то важные встречи или документы, подписываете что-то, оформляете, проверяйте каждую букву. Будьте очень внимательны, сохраняйте копии, не верьте никому на слово. А вечером лучше позволить себе отдых и заняться тем, что радует вас. 19 сентября после обеда Луна переходит в знак Девы, поэтому внимание переключается на работу, на дела, на порядок, на здоровье. Все идет к тому, чтобы разложить жизнь по полочкам. И главный аспект дня – тригон Меркурия в Деве с Ураном в Близнецах и Плутоном в Водолее. Это реальные новости, разговоры, которые могут вас приятно удивить. Кто-то из вас сегодня получит сообщение, которое изменит планы, потому что Уран приносит неожиданности, а Плутон делает акцент на важном и судьбоносном. Может быть информация по работе, по важным документам, которые вы ждали. И все это может продвинуться вперед. Может быть какой-то приятный разговор, который откроет вам новые возможности, или кто-то что-то вам предложит. Может быть внезапная договоренность в этот день, быстрый поворот в делах, неожиданные новости от коллег или от партнеров. У некоторых из вас появится идея, которую стоит развивать дальше, и она окажется перспективной. И в этот же день, 19 сентября, Венера меняет знак и переходит в знак Девы. Значит, в ближайшие недели в отношениях и финансах будут цениться конкретные поступки, внимание к деталям и забота. В личной жизни могут появляться разговоры с женщинами, где решаются важные темы, или проверка на то, насколько ваши отношения реальны, а не только красивые на словах. В вопросах финансов время навести порядок, следить за расходами и вкладывать силы в практичные вещи. Если вы хотите подробнее узнать про Венеру, пока она будет идти в знаке Девы,
На канале есть подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков. Там я более подробно рассказываю, как Венера будет влиять, что она принесет в отношениях для одиноких, для тех, кто в паре, что она принесет в финансах и конкретно по отношению к вашему знаку, в какой сфере Венера будет приносить гармонию. Еще совет этого дня: внимательно отнеситесь к новостям и предложениям, которые к вам поступают. Они могут быть судьбоносными. И обратите внимание на женщин в вашем окружении. Через них в ближайшее время может прийти важная подсказка или ситуация, которая повлияет на ваши планы. 20 сентября Луна продолжает идти по знаку Девы и создает фон для практических домашних дел, для порядка, для здоровья, для работы, для мелких обязанностей. Но главным событием становится напряженный аспект этого дня — квадрат Венеры в Деве к Урану в Близнецах. Венера отвечает за отношения, чувства, финансы, гармонию в нашей жизни. Уран приносит неожиданности, резкие перемены и нестандартные ситуации. И квадрат между ними может давать внезапные повороты, какие-то неожиданные новости в личной жизни, резкие перемены в отношениях, неожиданные траты или сюрпризы в деньгах. Может быть внезапный разговор в паре, который все поменяет, или неожиданная эмоция, вспышки ревности, или наоборот, может быть, если вы одиноки, вспышка внезапного интереса. В финансах могут быть какие-то спонтанные покупки, траты, неожиданные расходы. Будьте очень внимательны в этот день, особенно к рассылкам смс-ок или почты, чтобы не было никакого спама или мошеннической какой-то деятельности. Будьте внимательны в этот день. Еще могут быть резкие перемены в планах, поэтому если на 20 сентября что-то планируете, будьте готовы, что планы немножко могут подкорректироваться и поменяться по Урану конкретно. У многих и день может пройти на повышенных эмоциях. Лучше не принимайте сегодня какие-то окончательные решения в отношениях или финансах. Допустим, вы что-то увидели 20 сентября, захотели заказать, купить, хотя на вас это не похоже. Там, я не знаю, какая-то реклама вам выскочила. Лучше подождите до следующего дня. Дайте событиям, а лучше до 22 сентября, потому что 21 затмение. Дайте событиям время устояться, не надо принимать, особенно, что еще продолжается коридор затмений. Все это еще больше дает туманности. Не нужно принимать никаких судьбоносных решений. Пускай все устоится, тем более, если это 1-2 дня, думаю, вы можете подождать с решением. День подходит для новых идей, для свежего взгляда на отношения и работу, но не для серьезных шагов. 21 сентября, в воскресенье, очень важный судьбоносный день, происходит новолуние, солнечное затмение в знаке Девы. Такие события запускают новый судьбоносный цикл, который будет действовать несколько месяцев вперед. У многих проигрывается и действует полгода, год затмения. Но начало сейчас будет непростым, потому что в этот же день, когда происходит солнечное затмение, Солнце в Деве образует оппозицию к Сатурну в Рыбах. Сатурн еще и ретроградный сейчас. Значит, что новое рождается через проверки, ограничения и необходимость взять на себя ответственность. Я все ссылки оставлю в описании под этим видео. На канале есть видео, переходите, смотрите. Для каждого знака отдельно я записала, как проиграется это судьбоносное солнечное затмение. Многие в комментариях уже пишут, что почувствовали и как проигралось. Переходите, смотрите. Что может быть именно в этот день? Может быть какое-то завершение старых дел. Кстати, многие писали в комментариях, что увольняются или уже уволились в последние дни, дорабатывают в конце этой недели. Может быть, прошлое окончательно закроется и у вас начнется новый этап. Но его старт потребует от вас дисциплины, ответственности и серьезности в своих намерениях. Примите то, что уходит, и не держитесь за старое. Все, что завершается в эти дни затмения, уже не вернется. Сейчас важно строить планы на будущее, опираться на честность и ответственность. И 21 сентября вместе с этим закрывается коридор затмений. Пишите, что у вас происходило в первую неделю коридора затмений и что происходит в эту неделю коридора затмений. У многих из вас меняется жизнь, меняются планы и происходят какие-то события, которые мы не можем сами контролировать.
Поэтому пишите, делитесь. Если у вас есть какие-то важные события или вопросы, что делать, что не делать, как поступить, пишите в комментариях, я вам отвечу. Я забыла вам сказать, я в начале видео напишу, чтобы вы посмотрели в конце видео. Забыла сказать, в комментарии закреплю, что я среди комментариев ваших выберу одного победителя и сделаю марокканский таро-расклад по одному вопросу личному. Поэтому пишите комментарии. Чем больше комментариев вы пишете, тем больше шанс выиграть бесплатный таро-расклад. Обязательно от вас требуется, чтобы вы были подписаны, поставили лайки, написали любой комментарий. Можете несколько комментариев писать, тогда у вас шансы увеличатся. Но отдельные каждый раз комментарии новые под видео. Помните, что влияние солнечного затмения длится до полугода. То есть, если вы сейчас, к примеру, начинаете собственный бизнес, то все это будет развиваться, все это будет оформляться в течение полугода и потом даст вам первые плоды и результаты. У кого-то плоды и результаты будут через месяц, через 2. Многие мне пишут в комментариях, вот у кого-то 23-го, 21-го проиграется, у кого-то через год. Конечно, у каждого из нас своя личная натальная карта, у нас с вами транзиты разные, аспекты разные, положение планет. Конечно, не у всех 21 сентября произойдет что-то судьбоносное, у всех сразу. Поэтому нужно смотреть вашу карту личную, и я не даю надежд, что вот 21 сентября у вас произойдет что-то судьбоносное. У всех по-разному, смотря какие у вас там точки в натальной карте. У кого-то проигралось в августе, у кого-то в сентябре. У меня лунное затмение проигралось уже 8 сентября. У всех у нас по-разному. Я не даю ложных надежд вам и объясняю, как это может быть. Желаю вам счастливой и удачной недели. Встретимся в гороскопах на октябрь.